Здравствуйте. Начинаем короткий цикл занятий, где я попытаюсь рассказать о крупнейших авариях, которые происходили на атомных электростанциях в мире. Первая такая крупная авария произошла на электростанции Три Майл-Айленд в США, недалеко от городов Йорк и Гаррисберг. Гаррисберг, кстати говоря, столица штата Пенсильвания. А авария произошла в 1979 году, 28 марта. Я даже назову вам время. Это 4 часа было утра. На этой электростанции применяются реакторы типа ВВР, водоводяные реакторы, двухконтурные. Схема реактора представлена на этом рисунке, и можно видеть, что есть реактор, заключенный в оболочку, есть теплоноситель первого контура, который отводит теплоту от реакторной зоны, и эта вода попадает в парогенератор, в котором и генерируется пар в теплоносителе второго контура. И в первом и во втором контуре вода. Пар второго контура работает в турбине, дальше конденсируется за счет циркуляции еще одного потока воды из градильни. И вот эта вода направляется в парогенератор. Таким образом, два контура. Первый контур снимает тепло от реактора, второй контур снимает тепло от первого контура в парогенераторе. Надо сказать, что на электростанции к моменту начала аварии было несколько неисправностей, которые по большому счету ничего не значили. О них персонал знал. И любой эксплуатирующий персонал на любой электростанции знает, что существуют различные недочеты и недостатки, когда, например, текут какие-то задвижки или подтекают, или когда какие-то питатели, может быть, не работают. Это устранимые в целом недостатки. Одним из недостатков на этой станции было то, что устойчиво не работала автоматическая система закрытия и открытия регулирующего клапана на одном из фильтров теплоносителя второго контура. И персонал, пытаясь устранить эту неисправность, пытался время от времени продувать систему управления сжатым воздухом. А сжатый воздух применялся для системы управления вообще всех клапанов и задвижек. В какой-то момент времени произошло автоматическое отключение всех клапанов и задвижек на этой фильтрующей установке. И до сегодняшнего дня точно не установлено, по какой причине это произошло. Считается, что возможно, что вот эти действия персонала по продувке и привели к срабатыванию. В результате срабатывания закрылись все задвижки и прекратился доступ теплоносителя к парогенератору. С этого момента и началась авария, началось ее развитие. Вообще, на самом деле, остановка циркуляции теплоносителя второго контура привела к штатному останову турбины аварийному. В принципе, персоналу оставалось аккуратно вывести реактор. И эта процедура на самом деле является штатной процедурой аварийного останова и расхолаживания реактора. Вместе с тем не удалось его расхолодить аварийно. И тому было несколько причин. Одна из причин в том заключается, что один из клапанов, который стоит на выходе после компенсатора давления, по неизвестной и не установленной, опять же, до сих пор причине, не сработал, а должен был быть закрыт, а оказался открытым. По процедуре необходимо, так как здесь теплоотвод прекратился, то нужно увеличить циркуляцию воды первого контура. Что персонал начал делать? Он начал увеличивать циркуляцию воды первого контура, считая, что клапана закрыты, а один из клапанов был открыт. И через этот клапан вода уходила вот в этот расширительный бак, бак-барботер. Персонал этого не знал. В результате потери теплоносителя первого контура началось испарение теплоносителя внутри реактора, а реактор этот не кипящего типа. Понятно, что объем начал увеличиваться и производительность насосов стала снижаться, и этой воды стало не хватать. Тогда в какой-то момент времени включились аварийные насосы и быстро подняли уровень в компенсаторе давления до необходимого, однако потеря все равно продолжалась, но этот уровень здесь вырос из-за того, что просто объем воды возрос. И опять операторы приняли решение, что воды этой достаточно, и выключили насосы. Так вот, в течение 2 часов реактор находился, как считали операторы, в более-менее каком-то устойчивом положении, хотя и необычном. Но то, что вот этот клапан, один из клапанов, не работает, установила только следующая вахта, которая пришла на смену, и это произошло в 6 часов. То есть в течение 2 часов здесь шло кипение и парообразование. После этого закрыли другой клапан, прекратили потерю теплоносителя и установили это, кстати говоря, потому что вот из этого бака вода просто стала переливаться. Свежим глазом
Новые люди, когда пришли, они это увидели. И, как я думаю, что именно вот эта вода и шла в реку. Так вот, с этого момента, когда новая вахта пришла, и вот началась настоящая борьба за живучесть реактора, потому что температура в реакторе только нарастала, процессы только усиливались. В результате произошло расплавление активной зоны в реакторе, и борьба вообще за живучесть реактора длилась до 8 часов вечера. В результате произошел незначительный, как считается, выброс радиоактивных веществ в атмосферу, но надо сказать, что разрушения здания не было, и вот этот выброс был связан с тем, что радиоактивные вещества попали в вентилируемые помещения главного корпуса или реакторного помещения, а оттуда через вентиляцию были удалены в атмосферу. То есть это считается в целом незначительный выброс. Вот как выглядит то, что осталось от реактора. Половина фактически реактора была расплавлена. А на этой фотографии показано то, какая обстановка была на станции с точки зрения организации процесса рабочего. Вот эти таблички или бирки, которые здесь небрежно валяются и закрывают и шильдики, и лампочки различные, характеризуют то, что оборудование находится в ремонте. И, кстати говоря, в одном из эпизодов одна из этих табличек закрыла лампочку, которая иллюстрировала работу или наоборот отказ от работы одного из насосов. Такой вот эпизод даже там был. Но это выяснилось уже после разбора так называемого полета. Эта авария к каким-то глобальным и масштабным последствиям для населения не привела, но вместе с тем цеховые все помещения были загрязнены, и ликвидация последствий в первую очередь была связана с вопросами дезактивации рабочих помещений зданий самого энергоблока. Однако, вместе с тем, руководство штата готовилось к эвакуации. Дело в том, что достаточно устойчивое восстановление циркуляции первого контура и охлаждение реактора было получено только в 8 часов вечера. При неизвестных последствиях, как дальше будет развиваться ситуация, никто не знал. Больше того, расхолаживание реактора вообще в результате того, что получилось, длилось еще в течение 1,5 лет. В тот момент, в течение первого дня, второго, третьего дня, никто не знал, как будет развиваться ситуация. И поэтому руководство штата готовило планы по эвакуации. Здесь 35-километровая зона для эвакуации. В нее попадают два города – Гаррисберг и Йорк. И общая численность населения приблизительно 100 тысяч человек. Более того, рассматривались даже и более широкие планы. Но в итоге эвакуированными оказались только 3000 человек. И если я правильно помню, только добровольная была эвакуация. То есть это те люди, которые непосредственно возле электростанции проживали вот в этих поселочках. Понятно, что так как даже уже на начальном этапе смены менялись, и они боролись за живучесть реактора, то люди выходили со станции, и утаить эту ситуацию властям не удалось. Это вызвало огромный общественный резонанс. Журналисты все это дело освещали, и пришлось властям бороться и с проявлением возмущения общественности. Следствие от аварии. Во-первых, конечно, пересмотр требований к безопасности и усилению надзора. И более того, требования были усилены к формированию и созданию инженерной структуры самой электростанции, как с точки зрения организации оборудования, так и с точки зрения организации систем безопасности на станции. В частности, персонал станции не мог контролировать ситуацию, которая происходит в реакторе, потому что не предусмотрены конструкции были соответствующие датчики. То есть они не знали, пар есть, нет, в какой зоне пар есть, в какой зоне его нет. И понимание это приходило только после того, когда насосы переставали работать. Фактически по срыву вакуума судили, что, оказывается, в реакторной зоне есть пар. Это один момент, очень важный и очень значимый. С другой стороны, следующее следствие – пересмотр учебных программ по подготовке персонала атомных электростанций. Дело в том, что многие действия персонала во время борьбы за живучесть реактора приводили к отрицательным, наоборот, последствиям, и эффекты отрицательные усиливались. В частности, в одном из эпизодов, когда уже было ясно, что в реакторе где-то есть какая-то паровая зона, для того, чтобы избавиться от этого пара, было принято решение повысить давление до такой степени, чтобы произошла конденсация этого пара и таким образом заполнить водой контур. Но температура в реакторе на уровне 370 градусов по теплоносителю, а ограничение по давлению до 15 мегапаскалей.
А для того, чтобы конденсацию провести, нужно поднимать давление до 20 мегапаскалей. И в результате этого действия в итоге через цепочку последствий привело к охрупчиванию материала и разрушению верхней зоны реактора так, что туда вообще управляющие стержни системы защиты по разрушенным каналам не могут попасть. В результате были пересмотрены программы подготовки. То есть в Америке началась более глубокая подготовка специалистов, которые работают именно на атомных электростанциях. Следующий важный и значимый эффект – это приостановка вообще всех программ развития атомных электростанций. В этот конкретный момент заморожены были 50 энергоблоков из строящихся 125. И в целом, если говорить о последствиях, то работы по устранению последствий велись до 1993 года, а затраты на устранение этих последствий составили около миллиарда долларов. Это может быть и мелочь по сравнению с первыми факторами, но в 1979 году авария случилась, и 14 лет устранялись ее последствия. Это уже не мелочь. Об аварии на Three Mile коротко все. О следующих авариях в следующем видео. Спасибо за внимание. До свидания.